Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на ближайшие события, ближайшее будущее на 3 месяца. И мы с вами возьмем условно период, который будет начинаться с того момента, когда вы смотрите это видео, и это у нас июль, и добавим с вами август и сентябрь. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, и останемся реалистами. Оставайтесь со мной. И мы продолжаем наш прогноз, мои дорогие представители знака зодиака Дева, на 3 месяца. И, соответственно, у нас 3 колоды: июль, август и сентябрь. Давайте узнаем, какие энергии, что будет меняться, что для вас до конца июля месяца будут означать события в вашей жизни. Для чего вам это нужно? Может быть, меняться сама жизнь будет, а то и вы сами. Может быть, придется что-то пересмотреть, передумать. Но в целом, с каких энергий это все начинается или продолжается, или что преобладает? Итак, июль месяц, хоть он уже и начался, но все же еще много до июля, до конца июля. Посмотрите, королева Земли, и это королева Пентакли, это та, которая умеет из любого хаоса и бардака создать порядок. Вот что-то подобное вы будете чем-то заниматься. Может быть, это касается вашего дома, вашей семьи, может быть, и вашей работы. А у кого-то это порядок. Если вы занимаете должность какую-то, то это более глобальный масштаб. Вы тоже будете наводить порядок. Может быть, это вы кого-то и учить будете. Такое есть значение по королеве Пентакли. Это те люди, которые откликаются. И к вам, мои дорогие девы, кто-то может обратиться за советом, ведь это карта доброго человека, который объясняет неразумным и непонятливым, как нужно делать или поступать правильно. Вот что-то подобное. Но это еще и карта практика, вот самого по себе практика. И это не есть только указание, а вот и самому-то тоже что-то делать придется. Но очень продуктивная карта, когда мы видим плоды труда своего. Это здорово. А вообще это еще стабильность. Поэтому вот такой стабильный период в нашем нестабильном мире, а особенно с картой Луна. Луна – это всегда тысячи неопределенностей. Это есть то, что находится в тени, и есть то, что нам пытаются демонстрировать. Может быть, это и внешняя обстановка, когда все же это старший аркан, и всегда внешние события по нему проходят. Значит, какая-то обстановка вокруг вас может быть нестабильная, или вы так можете ощущать. Может быть, это касается каких-то ваших планов на будущее, к примеру, связанных с переездом, да, и куда поехать, неизвестно. Может быть, вы выбираете по части работы вашего бизнеса или продолжения какого-то вашего проекта, и тут вот нет четкости в этом, нет пока сложившейся цепочки развития событий, по крайней мере, в вашем сознании, нет какого-то отстроенного стереотипа или больше определенности. Вам ее определенно хочется. Но раз выпадает аркан Луна, нам говорит: береги себя. Поэтому аркану мы избегаем толпы, мои дорогие. И меня смотрят люди из разных стран. Толпа, она бывает разная. Мы можем даже на улице оказаться в толпе. Так вот, помните, вам в другую сторону. Где-то карта подсказывает, что по части даже окружения, возьмем коллектив. В коллективе тоже какие-то бывают кулуары, там самые разные, да. Одна часть коллектива за руководителя, другая против. Вот вам и не туда, и не сюда. Ваша задача – нейтралитет. Беречь самого себя или саму себя. Потому что тут что-то по Луне еще пока действительно не предопределено. И как будут развиваться события, непонятно. Здесь искусство мелких шагов. Сделал шаг и осмотрись. Отдышись, но реагируйте на то, что говорят. Но пока еще не торопитесь действовать. Но я так надеюсь, для большинства из вас, мои дорогие, это время личной жизни и любви. И вот если с десяткой воды или с десяткой кубков, то тогда карта Луна – это ее положительное значение, ведь это карта нежности, карта тепла домашнего очага, это эмпатия, это доброта. Вот в этом сочетании, с учетом королевы Пентаклей. И я надеюсь, что для большинства из вас так и проиграется. Это единение души с вашим партнером. Это когда можно проговорить какие-то
сложные вопросы откровенно и найти взаимопонимание. Это любовь и новые грани чувственности. Это даже в несколько увядших отношениях прочувствовать друг друга заново или вспомнить, что вы когда-то тоже испытывали бабочки в животе, мои дорогие, когда-то вы встретились с вашим партнером, и неважно, сколько длится ваш союз, тут как обновление, обновление эмоций, обновление чувств. Может быть, вспомнить, если, допустим, где-то засосал нас быт, да, вот эти будни серые, тогда раскрасить в какие-то самые разные невероятные краски вашу личную жизнь. Есть, будет возможность до конца июля, это точно. И вспомнить, что мы не просто муж и жена, вот есть какая-то рутина, что мы не просто мама и папа, или дедушка, или бабушка, так тоже бывает, почему нет? А мы любим друг друга. Вот здесь, знаете, как и дружба, так и любовь именно. Сама по себе любовь чувственная может проходить. И вопросы дома, мои дорогие. Ну, у кого-то и денег тоже. Но вообще, вот это триплет, и я искренне надеюсь, что в большинстве, для большинства из вас именно так и проиграется. Но те предупреждения, которые я дала, которые больше касаются мира внешнего, вот быть немножко на своей волне, жить своей жизнью, карта нам тоже советует. Себя беречь, по сути. Что еще? Восьмерка воды. По восьмерке мы ищем выход из какой-то сложившейся ситуации. Или мы находимся на выборе. И вот выбор мы можем сделать. И выбор, и выход из даже сложной тупиковой ситуации, мои дорогие девы. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь. Вы благодаря вашей, ну, такой прозорливости и одновременно цепкому уму, именно цепкому, вы умеете жить осознанно, подмечая вот какие-то мелкие такие шероховатости, тонкости, или чувствуя, а у вас, знаете, интуиция до конца 2025 года, она как по нарастающей какой-то траектории раскрывается все шире и полнее, поэтому слушайте подсказки собственной души или вот мудрости, она вам и буквально помогает, и с другой стороны, интуиция дает правильные советы. Вот когда тысячи неопределенностей, как по аркану Луна, вы как будто знаете правильный выход, как вам поступить. Может быть, и что-то непросто, но словно ангел выходит вам навстречу. Это колода ангелов-хранителей. Обратите внимание, не в каждой карте изображение ангела. Не в королеве Земли, да, это та, которая все сама знает. Это когда все зависит от нас самих. И, в принципе, десятка кубков – шикарные карты. Но ангела изображения нет. А вот Луна нам и говорят, держи баланс. И то же самое восьмерка кубков. Да, мы можем что-то завершить, это точно. Потому что по этой карте мы тут точно себя не ставим на вторую роль. По восьмерке кубков мы на первом месте. Но, может быть, еще и как-то это надо сделать красиво, элегантно, дипломатично или сохраняя какой-то нейтралитет. Но идти вперед придется. Ангел как будто уже ждет вас. Какая-то стезя, как ваша миссия, мои дорогие, она должна быть продолжена. Причем это тот вопрос, который вы можете даже близким не рассказывать. По девятке это часто девятый аркан и вообще число 9, нумерология, нам говорит о переменах. И июль вы можете даже как кожей ощущать, что что-то будет меняться. Люблю карту отшельника, потому что никто не мешает. Вот так вот в целом вам никто не мешает. Но ведь это карта мудреца, философа. Не все вот как по Луне определено, мы сказали, да? Но уже что-то может как, знаете, своеобразный намек на будущее продолжение вы можете чувствовать уже в июле. Или предвидеть какие-то события, когда потом скажете, а ведь надо же, я где-то так и думал. Или я вот именно так и предполагала. Поэтому на самом деле интуиция наша – это ведь тандем прекрасный интеллекта и пережитого опыта. Того опыта, который мы оставили в виде ситуации. Никаких эмоций. И карта отшельника – это карта независимого человека. Поэтому
Бдите свою независимость. Эта карта не говорит о том, что мы кидаемся в какие-то доказательства. Или даже если есть какой-то конфликт, или нарочно кто-то вас пытается в какую-то конфронтацию вести. Нет, отшельник отступает в тень. А он уходит от всех конфликтов, потому что он независимость и сохраняет. И даже если кто-то пытается, ну, условно бросая перчатку, вызывать вас на словесную дуэль, не будет в этом участвовать отшельник. Он немножко сам по себе. Это ментор. Это тот, который способен вдохновлять. Вот и вы будете кого-то не только учить, но еще и вдохновлять, мои дорогие, правда? И при этом сохранять центр своих интересов. А вокруг вас, посмотрите, выбор все-таки вам придется делать. Но пятерка жезлов, я ее называю, эта карта информационного хаоса. Это может быть как и такая палитра новостная, самая разношерстная. И доверяй, но проверяй. Каждую информацию нужно перепроверять. Но это может быть еще и очень много людей вокруг вас, причем самых разных, которые вам могут где-то досаждать советами или могут вам что-то обещать. Но по этой карте проходят те люди, которые могут о нас внезапно забыть, утром пообещать, а к вечеру забыть, а то и раньше. А даже не потому, что они это делают нарочно. Ну, такой человек, он быстро меняет свое мнение. Или он, ну, допустим, сам себе что-то решил, а потом ему что-то предложили иное. Или он услыхал что-то иное, и он уже где-то головой уходит в какие-то новые дебри, можно так сказать. Потому что он ищет, где трава зеленее, где солнце ярче, ищет, не находит, снова ищет. Вот такие вот люди непостоянные проходят. Сама по себе карта непостоянства, и поэтому вот быть в некотором роде этим отшельникам даже я бы рекомендовала. Ладно, каковы еще энергии? Давайте достанем еще одну карту. Что для вас? Ну, от начала до конца посмотрите, карта сила. И энергия ведь как у мага. Это карта мужества. И это мужество в первую очередь вам самим необходимо. Почему? Потому что очень сильные эмоции могут быть у вас. Вы с кем-то не сможете не соглашаться. Вас кто-то может даже злить. Вам может захотеться, мои дорогие девы, быстрее закончить что-то. Завершить по 8 кубков, правда. Уже какая-то карта как будто проиграна. Вы уже знаете свои приоритеты. Вы уже точно знаете, куда вы идете. Зачем вы что делаете. А те, кто вас окружают, они ничего не знают. Они могут вам где-то и досаждать тем, что они, ну, или вас не понимают, или они не могут быть такими прозорливыми, как вы. И им даже начинать что-то объяснять, они все равно не поймут. И на карте силы изображен лев. Лев – это прообраз нашего эго и наших эмоций. Они могут рваться наружу, поэтому мужество в первую очередь себя самого удержать. Удержать, может быть, от той правды, которую вы видите очевидно, а другим непонятно, незаметно или вообще это вы о чем. Но ваша сила, она увеличивается многократно. Для кого-то, мои дорогие девочки, это будет ваша притягательность и магнетизм. И внимание со стороны противоположного пола. Такое активное может быть. Пусть это будет даже в лице одного персонажа, но тем не менее кто-то может активно вас добиваться или оказывать эти знаки внимания. Мои дорогие мужчины, женщина, которая очень вам интересна, и хочется с ней продолжать историю, хочется узнать ее поближе. Я такое тоже допускаю. Но если мы вернемся к предыдущему значению, все-таки аркан силы нас призывает быть как великим дипломатом, так и держать баланс. И карта, если мы говорим, энергия как у мага, поэтому, ну, где-то и манипулирование в отношении себя самого или себя самой, да, удерживать придется вот эти эмоции, которые рвутся наружу. Или, может быть, и приходится какой-то вопрос решать, который однобоко не решишь. Без дипломатии не может быть решен. И для этого тоже потребуется мужество. Мужество идти вперед, мои дорогие. Но вообще ваши силы на июль месяц, они поистине безграничны. А еще особенно с арканом отшельник, и даже при всем, что выпадает аркан Луна, то, что для кого-то в тени или скрыто, мои дорогие девы, у вас сильная позиция,
потому что вы уже это видите. Личная жизнь и любовь. Ну, тут прямо как по судьбе, посмотрите, два старших аркана. Так выглядит в этой колоде Иерофант, Верховный Жрец, и это мы говорим либо личная жизнь, какое-то знакомство по судьбе, или если вы в паре, тут тоже какие-то судьбоносные моменты могут быть. Кто-то будет продумывать, может быть, уже наперед, если была дружба, как узаконить ваши отношения, оформить их де юре. Для кого-то из вас и по работе смена статуса, тут это тоже может быть. И опять же, это карта учителя. Я говорила в самом начале, как и вы можете кого-то учить, но и вы-то сами тоже учитесь. Процесс учебы, он бесконечен, поистине. Есть много вещей, в которых мы не разбираемся, не знаем. Или в нашем быстро меняющемся мире какие-то новые технологии. Мы в них тоже должны разобраться, как это работает, переложить на свою жизнь, как это нам способно помочь. Поэтому это карта и учителя, и ученика, и того, что по судьбе, и то, что ничто не происходит просто так, мои дорогие. Это карта традиций, это карта уверенности. Ну и понятно, где-то материального достатка тоже, потому что, как известно, иерофант нищий не бывает. Но не меркантильные вопросы главное, а что-то духовное. И вверху аркан, отшельник, возвышенное и земное. Вам придется упорядочить, объединять. Ваш совет самому себе или самой себе из будущего. Давайте достанем карту. Какой совет вы себе даете? Четверка воды. Не упустить чего-то, безусловно. Вот обратите внимание, в этой карте нет изображения ангела, но зато у нас кубок с крыльями ангела, какая-то возможность. Не упустите, если вы сейчас, мы ведь все разные, мы можем застрять так или подзастрять, глядя на 3 пустых кубка. А жизнь нам дает возможность, которая с другой стороны. Нам нужно посмотреть в эту другую сторону. И если человек смотрит буквально в землю, ну, на земле стоят, или стоят они как на берегу, эти 3 пустых кубка, все равно взгляд на песок, вниз. А нужно не забывать, мои дорогие девы, что есть небо. Вот обратите внимание, люди, когда идут по улице, если вы вот так беспристрастно, ну, холодным таким взглядом посмотрите на общую массу людей, все смотрят в землю. И отнюдь не потому, что они смотрят, куда они вступают, а они просто машинально смотрят в землю. Как может улучшиться наша жизнь, если мы все время смотрим в землю? Что мы там увидим? Человек рожден для того, чтобы помнить, что есть небо. И вот эта карта как раз передает этот очень хорошо смысл. Вам нужно как будто посмотреть не просто в другую сторону, а верить в самого себя. Или допустить самые невероятные какие-то события в вашей жизни, или то, что мысль материальна, то, что вы можете добиться таких высот, о которых, глядя в землю, вы даже и не подумаете. По этой карте не просто даже не отказаться, а вот успеть рассмотреть, может быть, июле, месяце, какой-то волшебный шанс и взять, по сути дела, этот кубок. Ведь это может как раз и означать какой-то выбор, который вам нужно делать. Или выход альтернативный из какого-то сложного положения ситуации. Вот этот ангел, который выходит навстречу, может быть где-то, как вот этот кубок с крыльями, вот эту самую возможность. Что-то не отложить на потом. Альтернативный вариант я вижу так. Хорошо, давайте пойдем с вами дальше. И следующая у нас позиция, это у нас август. Итак, каковы энергии на август? Как изменится ваша жизнь? События будущего. Август месяц. Девы для вас. Принцесса жезлов. Вот по этой карте, если мы рассматриваем конкретно колоду, служанка в ожидании. Ну, такая трактовка. И нам показана девушка, обратите внимание, она кого-то ждет. Она смотрит в горизонт. И здесь нам как источник, да, родник, вода, как время, которое течет, проходит. Время уже как будто пошло.
и какое-то письмо. Явно это письмо она получила не буквально сейчас, а кто знает, может быть, этому письму уже какое-то количество времени. И изображены птицы, много информации. Может быть, нам художник хочет показать, что уже много воды утекло по какому-то вопросу. И в августе месяце карта говорит: «Дева, тебе не на вторых ролях быть». Что еще? Вам с чем-то нужно определяться. Может быть, вполне вероятно, какой-то предыдущий период, когда вы можете... Ну вот именно в августе такие мысли вас могут несколько озадачить. Что же это я согласился или согласилась на какой-то вариант? И вот, наверное, вот эта четверка кубков, она, если вы какой-то вопрос не решитесь или не сами, или не решите, это будет все равно продолжено. Придется как будто решать, и, возможно, это касается семьи или финансов. Это тогда перейдет на август. Потому что, по сути дела, мы перестаем уже ждать. Много, да, воды утекло, но когда мы понимаем, в некоторой области или есть какой-то пункт, который я оставил или оставила на потом. Так вот, в августе самое время. Самое время вспомнить о том, что вы начинали, но, может быть, по каким-то причинам, может быть, довелось в июле месяце переключиться на что-то другое. Это требовало, или требовали события, или обстоятельства вашей жизни. Но уже в августе вы возвращаетесь на круги своя. И я так больше вижу, это может быть, хотя в этой колоде девятка чаш у нас, посмотрите, семья, но или какая-то общность знакомых людей, может быть, друзей. Это вообще карта очень эмпатичная именно в этой колоде. А в большинстве классических колод это карта эгоиста, я ее так называю, и это денежная карта. Поэтому я предполагаю, вопросы финансов вас вернут к какой-то теме. Август. Принцесса чаш. Принцесса чаш – это тоже карта любящего человека. Вот посмотрите, две принцессы. Это как два ученика. Или есть две области. Область любви и взаимоотношений. И область наших дел, наших планов, бизнеса, нашей карьеры. И вам придется это объединять. У вас получится, мои дорогие. Опять же, совместить возвышенное и земное. Может быть, вы в июле уже перед таким выбором и стоите, что выбрать, не ту работу или заниматься вопросами именно построения карьеры или тем, ну, что вам приходится, доведется решать. И одновременно где-то уделять внимание своим близким или личную жизнь строить, может быть, делать первые шаги. И вы думали, что это есть выбор. А карты ведь нам говорят, это не выбор. Твоя задача порядок навести, объединить первое и второе. Так вот, если в августе, точнее в июле, не объединили или еще не поняли до конца как, то вот что-то продолжится у вас, это точно, с июля месяца на август. И это для вас какие-то новые энергии. Может быть, для кого-то и буквально. Даже курсы могут проиграться. Но я больше вижу вопросы личной жизни, правда. Но, может быть, как ваши даже отношения, устоявшиеся отношения, может быть, прежде это был какой-то период, вот если мы говорим в ожидании, вы ждали человека или какой-то встречи, скорее всего, больше конкретики, когда эта встреча может произойти. Может быть, и были общения на расстоянии, но все равно, если даже сейчас это становится, наверное, очень популярно, общение через интернет, знакомство через интернет. Интересное место интернет, но и опасное. Поэтому познакомиться можно, но нужно как можно быстрее переводить, на мой взгляд. Я, правда, не знаю, но мне так думается, с учетом того, что в интернете на самом деле не все однозначно, и человек может себя выдавать за кого угодно. Поэтому мы себя должны обезопасить и должны, видимо, побольше узнать о человеке или как минимум встретиться, познакомиться в реальной жизни, чтобы разузнать, чем человек дышит. Но это я так попутно. Идем дальше. Каковы же энергии на август? Но ведь и правда по королю чаш это вопросы любви, личной жизни. Тема продолжается. И я вижу, может быть, как по Венере. Любовь, личная жизнь и деньги. И я должна сказать, король чаш – это тот человек, который способен откликнуться на
наши желания, который способен нас понять. Но все же это единственная карта в колоде, единственный персонаж, который умеет правильно распределить энергию. Он как маг тоже где-то. И между двумя сферами. Первое – это материализм или финансовые вопросы. И второе – это эмоции, это любовь и личная жизнь. Так вот, он не добавляет в решение материальных вопросов какие-то вопросы пропущенные через эмоции или не добавляет самих эмоций. Все это делает жизнь путанной. И наоборот, в эмоции он не добавляет какой-то сухой прагматизм, а позволяет себе насладиться жизнью. Вот такая карта объединения, опять же говорят. И вы, маги и волшебники, мои дорогие девы, правда, что-то будете укреплять, объединять, обустраивать. По тузу жезлов могут быть какие-то информации, предложения. Информации может быть много. Может быть и ваши решения, решимость и первые действия. Вот это точно. Туз жезлов выпадает, и он словно делит наше пространство на период до и после. Вы можете что-то подобное осуществлять или ощущать. Вот посмотрите, карта называется «Дорога к свету». 20-й старший аркан. Страшный суд. Суд не страшный вовсе. Он говорит, этот аркан, об избавлении от боли, избавлении от страданий. И вот те лучи света, которые падают на заснеженную землю, там прорастают цветы. И девушка, которая идет босиком, ей не холодно. Она себя чувствует более чем комфортно. Вот у вас какое-то волшебное продолжение. Может быть, вопросов по части личной жизни, а может быть и вопросов вашей занятости. Но правда, тут я вижу прогресс сразу в двух сферах. Любовь, личная жизнь и финансы, или откуда они к вам приходят. Откуда-то мы деньги зарабатываем, правда? Но вот это как зерна от плевел отделять, да, то, что я сказала только что по аркану король чаш. Давайте мы спросим личная жизнь, хотя нам уже много тут чего сказали. Взаимодействие, мои дорогие. Нам двое детей показаны, которые взаимодействуют друг с другом. Посмотрите, у каждого свой пентакль. И они качаются как будто, да. То есть отношения, наверное, наши тоже иногда качаются. Но это не значит, что мы не способны найти взаимопонимание, договориться. Самое главное, не то, как мы, может быть, ощущаем этот мир. Мы и наш партнер. Мы разные. Но от того, как мы сумеем балансировать, находить вот этот баланс, хоть нас, может быть, где-то и качает, это правда, как мы сумеем смотреть в одном направлении, от этого зависит будущее нашей пары. Может быть, это и вам придется словно качаться между вопросами работы, достижений и личной жизнью. Опять же, учиться держать баланс, учиться держать осанку на любых поворотах. Но что-то явно продолжается, мои дорогие. И еще эта карта говорит о спонтанности. Здесь могут приходить какие-то возможности, неожиданная информация. Будьте спонтанны, будьте легки на подъем, мои дорогие. И по части личной жизни, если вам партнер что-то предлагает, не отказывайтесь, рассматривайте. Ищите любые возможности взаимодействия. Каким-то образом это вам будет помогать. Ваш совет самому себе из будущего. А вот так вот карта жадины выпадает. А вообще это карта ревности еще иногда. Ну, мы хотим сохранять. Мы, конечно, хотим именно так, как мы хотим по этой карте. И никак не иначе. А может быть, придется вот эту самую качель где-то или баланс искать, мои дорогие. Но то, что сохранять придется, это факт. И, может быть, это и касается личной жизни. Но карта может и говорить буквально: будь внимателен в вопросах финансов. Это вы себе даете такой совет, и это надо как-то применить. Может быть, и хочется сделать, мои дорогие девы, красивый жест, что-то такое прикупить. А карта называют еще карта скупердяя. Ну, вот, видимо, в некотором плане, может быть, и вы даже, да, вот в вашей семейной жизни, увы, так бывает. Мы сами готовы себе сказать: нет, потом ты это купишь. А наши близкие начинают, особенно дети, начинают нас вот так вот
исподволь, ну, поднывать, скажем, и медленно, но верно говорить: а помнишь, ты обещала, или обещал, например, да, почему нет? Или, а вот помнишь, ты говорила, а мы пойдем, мы купим это или нет? Ну, вот что-то подобное. Ну, все мы живые люди, правда, и живем, проживаем нашу земную жизнь. А вам придется, может быть, и объяснять, держать баланс по финансам. И центральная карта, я говорю, эгоиста, это вопросы денег. Понятно, эгоистом уже совсем таким прожженным прагматиком быть не стоит. Нам об этом говорила карта, да? Король чаш. Все то, что я сказала по королю чаш. Похоже, это главная тема августа, мои дорогие девы, для вас может будет или быть. Поэтому держите вот этот самый баланс. Определяйте. Тут всему свое время, но тут, может, и придется принимать какое-то Соломоново решение, так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, и взаимопонимание не было утрачено. Но вообще это карта стабильности. Держи свою стабильность. Сентябрь, мои дорогие девы. Так что же там у вас на сентябрь? Давайте узнаем, какие энергии, как изменится ваша жизнь или какие события вас в сентябре ожидают. Тема продолжается личной жизни, десятка чаш и не только личной жизни. Здесь по максимуму, как и вопросы, к примеру, самого статуса вашего, да, если мы говорим статус семьи или ваших отношений, может переводиться на другой какой-то уровень. Я допускаю, что мы все разные, и поэтому, если вы начинаете наводить порядок, то вот вы продолжаете до конца лета и уже первый месяц осени в том числе. По этой карте могут быть и вопросы финансовые тоже решены. Могут быть вопросы дома, вопросы, связанные с переездом. Но тут единение души. Со всеми договориться можете. Вообще очень добрые энергии идут на сентябрь. Может быть, для кого-то и путешествие куда-то всей семьей. Что еще? Здесь могут быть интересные люди, вами встреченные. По королю жезлов это карта харизматичного лидера. А это могут быть также еще какие-то задачи по вашим достижениям или по вашей карьере, или вы столкнетесь с таким человеком, который для вас будет очень притягателен. Хочется дружить или хочется внимать тому, что он говорит. И все же это ведь лидер, это руководитель, это тот, который дает указания. Он командир, по сути дела. И карта говорит о том, что делать какую-то работу он за вас точно не будет. Придется действовать самому. Есть тут такой тонкий нюанс. Не поддаться. Ну, может быть, выслушать стоит, как-то переложить на свою жизнь. Однозначно стоит то, что вы слышите. Но надеяться на самого себя. Потому что король жезлов, он сам по себе. У него харизматики хватает, но больше это касается каких-то рекомендаций. Это не совсем, ну вот буквально сделать своими что-то руками. Может быть, какая-то идея, задумка вам будет предложена, и поначалу могут подавать: эх, мы с тобой вдвоем. А по итогу не вдвоем, а вы одни окажетесь. Вот этот тонкий нюанс примите к сведению. Может быть, и даже где-то карта вам дает совет, что вот эти энергии нужно применить на работу. Пришло время быть харизматичным лидером. Пришло время выйти на авансцену. И, может быть, как раз вопросы личной жизни здесь у вас в полном балансе. Или вы что-то проясняете. Но и про ваши достижения, вот лидерские, да, здесь нужно заявить, может быть, о себе, мои дорогие девы. Давайте спросим еще, какие еще энергии. Девятка мечей, самое главное, держите глаза открытыми. Нам всегда на девятке мечей выпадают изображения, когда либо глаза человек руками закрывает, либо бежит куда-нибудь с закрытыми глазами. И ведь это мы погружаемся в какую-то ненужную философию. Всегда это карта искаженного восприятия. Поэтому отчасти вот это карта харизматичного лидера. Если вас куда-то призывают, будьте внимательны, куда вас призывают. Здесь открыть глаза и оценить правильную обстановку. С другой стороны, не поддаться какому-то первому импульсу. Если вы тут что-то начнете вспоминать, и ведь по этой карте тут самое главное вообще эти эмоции,
они нам скорее могут мешать. Может быть, иногда эта карта инсомнии, она говорит, удели внимание режиму труда и отдыха, уставшие люди делают ошибки. Может быть, усталость какая-то, мои дорогие девы, как эмоциональное выгорание, сложно на два фронта. И эта ситуация где-то тянется с июля месяца. Это весь наш расклад, по сути дела. И тогда вас карта призывает просто отдохнуть. Отдохнуть. И тема любви, мои дорогие влюбленные. Да, в этой колоде карт это именно взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Хотя это старший аркан, и все же есть какой-то выбор. У кого-то это выбор, который вы еще с июля месяца не сделали. Может о себе более так серьезно и настойчиво напомнить в сентябре. Но здесь я больше вижу именно единение души. Когда двое понимают друг друга без слов. Это какая-то личная история, очень приятная, наполненная и чувствами, и взаимопониманием, и одним направлением, когда уже двое как одно единое целое. Давайте мы достанем карту на личную жизнь, потому что на сферу достижения тут я вижу контролировать нужно, но и отдыхать не забывать. А посмотрите, правда какое-то взаимодействие? Здесь поддержка близкого человека. А ведь и правда, мои дорогие девы, в сентябре возьмите какой-то, ну или паузу, или отдых. Пусть это отдых будет, или организуйте, если нету отпуска, например, да, выходные дни, отправьтесь куда-то с вашим любимым человеком или сами, особенно если вы находитесь в сольном варианте, отправляетесь в какие-то недалекие путешествия, может быть, в какие-то ретриты или просто какие-то прогулки, концерты, мои дорогие, музеи, посещения. Вам как будто кожей просто ваше все естество может в сентябре подсказывать, дай мне отдых, вот дай телу отдых и дайте где-то, может быть, и ментальности отдых. Тут какая-то перезагрузка явно вам помогает. И шестерка пентаклей – это ангелы, силы небесные помогают. Волшебная карта. Это, кстати, карта финансового успеха. И эта карта говорит, что есть один или двое, может быть, самых надежных людей. И с ними такое же надежное получается взаимодействие. И словно высшие силы охраняют ваш союз. Но есть и другое значение, когда мы не должны потратить денег больше, имеется в виду, не давай в долг, вон конкретно говорит карта. Иначе рука дающего завтра может стать рукой просящего. Есть такое значение на шестерке пентаклей. Или помни, кому помогаешь. Может быть, не всем подряд. Может быть, и где-то вот в предыдущий месяц карта жадины. Остаются вопросы финансов у вас на контроле, как будто это совершенно необходимо. Но по шестерке пентаклей вы можете решить сложные темы. Если, к примеру, нужно совершить какой-то платеж или буквально погасить, может быть, кредит у кого-то, ну или какие-то другие суммы, то есть тот человек, который к вам придет на помощь, или мы можем даже не думать на этого человека. И вот, кстати, тогда это будет как король жезлов, который способен таки, да, откликнуться и вас выручить. Либо дельным советом, кстати, как оформить какой-то документ, или как какую-то сделку, может быть, оформить. Вот я такое тоже допускаю. Или конкретно, может быть, отчасти и финансами. Ваш совет себе самому, самой из будущего. Десятка жезлов точно отдыхай. По десятке жезлов отчасти это эмоциональное выгорание, но вот эта колода нам четко говорит. Вот где был ты вчера, уже сегодня не имеет значения. И может быть, если стоит вопросы о переезде, или просто банально даже недалеко, смена вашего место жительства в том же регионе, в той же местности на что-то более комфортное или еще какие-то там нюансы у каждого свои, да, тогда не раздумывай, меняй. Тут все то, что в прошлом, закрывай практически в это прошлое дверь. И вот наша девушка сложила на вала свои нехитрые пожитки, иди налегке. Вот это тоже, это вы себе даете такой совет из будущего. Значит, есть то, что уже не имеет значения, не служит вашему прогрессу. И, безусловно, мои дорогие, отдыхайте, чтобы не было вот этого эмоционального выгорания. Ведь по десятке жезлов как раз какая-то сумасшедшая усталость, она и проходит.
вам придется еще и дальше держать баланс. И причем, если этот баланс был еще на август, 2 пентакля, а здесь 6. Здесь жонглером нужно быть. Не то, что держать баланс, но как-то так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарна за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.